Девы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на сентябрь 2022 года. Плавно входим с вами в осень, соответственно, нам нужно посмотреть, какой событийный ряд нас ожидает, к чему готовиться, чего ожидать, ну и какое будет развитие событий. Помогут нам сегодня в этом руническое таро, а также Ленорман золотой нити, поэтому настраивайтесь на расклад на получение информации. Будем смотреть, анализировать, ну, собственно говоря, делать выводы. Итак, общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы? Что ожидает по финансам, вопросам здоровья, личной жизни и совета карт? Арканы перед вами. Надеюсь, хорошо видны. Начнем. Общая энергия месяца у вас ложится аркан справедливость. Он же аркан правосудия. То есть это жажда мести, жажда справедливости, жажда, знаете, как решать что-то в рамках правового поля, доказать, может быть, кого-то наказать. Но в целом, конечно же, это решение юридических вопросов. Начиная от получения справок, лицензии, восстановления документов, иски в суд, проверки, апелляции. То есть масса бюрократических моментов. Опять же, открытие визы, получение вида на жительство и прочее, прочее. Конечно, эта карта может играть, ну не то чтобы против вас, а свои энергии нести в отношении вас. То есть такие же, как предвзятые отношения, либо критерии могут быть к вам. Но так как я смотрю, здесь у вас ложится четверка мечей, то справедливость и четверка мечей – это желание, знаете, как добиться справедливости и поставить какую-то точку в неком вопросе. Для многих это, знаете, как отпустить какую-то ситуацию, потому что если мы видим, там у нас в лодке плывет усопший, которого предают сожжению, как следствие, да, он идет рекой мертвых. То есть с ним прощаются. Так и у вас будет желание поставить в чем-то точку. Причем, знаете, как закрыть это юридически. Ну, например, процедура там, закрытия вашего долга или там, реструктуризации долга, либо еще каких-то моментов. То есть это решить проблему в юридическом ключе. Если карты смотреть с точки зрения вопросов работы, а вот здесь пятерка пентаклей. Карта сама по себе не очень хорошая. Почему? Потому что, ну, в лучшем случае, в лучшем контексте она может говорить о ситуации отпуска либо больничного, вы просто не работаете, да, ну как бы не взаимодействуете ни с кем. А в худшем случае это, конечно же, безработица, для кого-то увольнение, потеря ресурсов, сокращение и так далее. Поэтому давайте смотреть эту ситуацию со всех сторон. Итак, если на данном этапе вы не работающий пенсионер, домохозяйка или вы в декрете, то по императору это всецело полагаться на помощь и поддержку вашего отца, брата, супруга, то есть вашего родственника, который вам эту поддержку может дать. Потому что сами, к сожалению, по пятерке пентаклей вы не сможете найти дополнительный источник дохода или создать себе финансовую подушку безопасности. Поэтому тут рассчитывать на помощь извне. И если же вы в статусе соискателя, то пятерка пентаклей и туз пентаклей. О чем здесь говорят? Это, знаете, как не отчаиваться, то есть любая трагедия, любая неудача – это новый шанс. И более того, здесь как шанс, который идет свыше, потому что найти для себя направление, найти возможность. Но в первую очередь эта связка карт говорит о каких-то социальных дотациях или выплатах. Ну, например, помощь по безработице. Или, там, не знаю, помощь беженцам, или там помощь малоимущим. То есть, несмотря на отсутствие работы и заработка, здесь как идет финансирование. Не могу сказать, что прям колоссальное, да, но хотя бы закрыть какие-то базовые потребности вам это поможет. То есть уже само по себе неплохо. И если мы будем смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, вот то, о чем я вам говорила. Пятерка пентаклей, четверка чаш. Это хандра, это апатия. У многих это действительно период восстановления после болезни или период отдыха. Вот видите, как ничего не делание. Но у, наверное, 7% тех, кто меня смотрит, это может идти разочарование в текущей деятельности, в текущей компании, где вы находитесь. Ну и желание ставить здесь жирную точку. Потому что вы для себя здесь не будете видеть никаких перспектив. Но как следствие понимаете, что теряете попусту свое время. Если же у вас свой собственный бизнес, то пятерка пентаклей, тройка пентаклей – это провести реструктуризацию, потому что вы понимаете, что либо бизнес теряет свои позиции, либо ваш товар не востребован или ваши услуги. Вы будете здесь приглашать
специалистов, не знаю, там кризис-менеджер, либо СММщики, кто угодно, кто проанализирует, в чем является ситуация вашего провала и поможет вам этот момент устранить, потому что здесь действительно очень большие потери. Если мы смотрим финансовую сторону вопроса, 4 жезлов. Ну, по 4 жезлов это, как правило, стабильность. Но стабильность благодаря тому, что вы уже успели накопить. То есть это как ваше имущество, это поддержка семьи, это может быть пассивный источник дохода от недвижимости, неважно, она у вас жилая либо коммерческая. Но это, знаете, все-таки чувствовать себя стабильно, более-менее комфортно. Но помимо всего прочего, также этот аркан говорит о существенных тратах как на семью, так и на вопросы недвижимости. Если у вас там ипотека, либо у вас ремонт, еще какие-то нюансы. То есть здесь как пытаться закрывать эти вопросы. Особенно в связке с этими картами, видите, это как во многом себе отказывать, либо по многим вопросам экономить, чтобы решить эти задачи. Если мы посмотрим вопросы здоровья, здесь у нас королева мечей. Ну, по королеве мечей это диагностика, это обращение к врачу. Если смотреть 8 мечей, это, как знаете, устранить то, что вас сковывает. То есть это может быть сковывающая боль, это может быть ограничение, знаете, где-то защемило у вас мышцу, либо, знаете, ну как, не дай бог, если у вас межпозвоночные грыжи или протрузии. То есть это как устранить боль, дать легкость в движении. Особенно тот, кто страдает артритами. Тоже это как раз обращаться к врачу с этими вопросами. Ну, конечно же, решать эту проблему. С точки зрения личной жизни, по рыцарю пентаклей все стабильно, все без изменений. Знаете, как я говорю, не хорошо и не плохо. Но давайте посмотрим все-таки для разных категорий. Для тех, кто у нас свободен, ложится здесь 2 пентаклей. Как мы видим, здесь руна Райдо изображена. Это, как я говорю, хочется и колется, и мамка не велит. Знаете, с одной стороны и общение есть, и знакомство есть, но все не так и все не то, и вы хотите это все оставить в таких в дружественных рамках. То есть с вашей стороны не будет стремления переводить это в какие-то личные аспекты, потому что вам сейчас и так комфортно, и вы внутренне, интуитивно понимаете, что пока что рядом с вами нет того человека, с кем бы вы хотели разделить, знаете, как свой жизненный путь. То есть это может быть просто друзья, знакомые, товарищи, кто угодно, но не партнеры для жизни. Если же вы находитесь в любовных треугольниках, то, как мы видим, здесь рыцарь пентаклей, дьявол, зависимость, которая никуда не уходит, зависимость, которая испепеляет, в чем-то является, знаете, отравляющей в вашей жизни, но ситуацию пока преломить вы не готовы. Поэтому здесь это могут быть всплески ревности, страсти, каких-то взаимных претензий, но тем не менее отношения как развивались, так и развиваются далее. Если же вы в стабильных связях, в стабильных союзах, то рыцарь пентаклей, 7 чаш. Это могут быть совместные цели, планы, идеи, мечты, которые вы захотите осуществить, реализовать. Ну и ваше обсуждение реализации этих планов. А также акцент на у кого-то на деторождение, потому что мы видим здесь младенец, который окружен прекрасными женщинами, да, и каждая ему несет, обратите внимание, свой дар. Видите? То есть у кого-то на повестке дня это могут быть мысли, цели и планы о продолжении рода. Ну и как следствие подготовка к этим вопросам. То есть это могут быть диагностика вопросов здоровья, устранение каких-то проблем по здоровью. То есть это, знаете, как поэтапная подготовка к осуществлению мечты. И если посмотрим рекомендацию, у вас сложится аркан Дурак. По дураку, как мы все знаем, новый этап, новый цикл, новое начало жизни. То есть смело идти вперед. Я не могу сказать, что прям пускаться в авантюры, но тем не менее не бояться нового, не бояться перемен, не бояться нового опыта, нового этапа жизни. Если, опять же, вопрос касался детей, деторождения, то смело двигаться в этих вопросах, в этом направлении. То есть все для вас здесь отыграется благополучно. Еще, конечно же, это всегда карта самого обновления, вашего внутреннего, личного. Потому что по дураку, видите, светит солнце, как сбросить с себя старый груз, как смотреть по-новому на жизнь, выбрать новую модель поведения, либо новую модель реализации вашего пути, ваших планов. Поэтому не бояться и действительно идти по намеченному плану. И если мы посмотрим с вами неожиданность этого месяца, звезды, плеть и всадник.
И здесь, видите, ребенок. То есть осуществление мечты, которая дается сложным путем, через тернии к звездам, но получите то, что хотите. То есть в прямом смысле слова действительно это могут вопросы зачатия, деторождения, в более глобальном переносном смысле это реализация нового плана, нового проекта, новый жизненный этап, который действительно принесет много переживаний, потому что по плеткам это всегда стресс, это всегда адаптация, но, видите, реализация мечты того стоит. Это такой некий внутренний барьер, в первую очередь энергетический, который вам нужно преодолеть. Вот такая у вас здесь комбинация карт. Конечно же, весь негатив мы для вас закрываем позитивом. Негатив нам не нужен. Поэтому, раз у вас здесь все идет о переменах, мы поступим следующим образом. Стабильности вам по императору. И благоприятного нового цикла, новых задач, который вас и приведет к замечательным результатам. Я вам искренне от всей души этого желаю. Ну а вас прошу по прошествии времени написать мне, черкнуть пару строк, как для вас отыграется этот расклад, эта информация. Какие изменения в вашей жизни произойдут, в плюс или в минус, но надеюсь, что в плюс. Поэтому не забывайте оставлять весточку. Я вас благодарю за просмотр, с вами не прощаюсь и до новых встреч.